Привет, облачные жители! Меня зовут Алина Грановская, я режиссер и автор проекта Cloud Russians. Многие из вас знают меня по предыдущим 6 сериям этого документального сериала о русскоязычной иммиграции. Другие же видят впервые. Обычно в своем проекте я не говорю долгих вступительных речей, лишь коротко представляю героев грядущего выпуска. Но сегодня все будет немного иначе, потому что я должна погрузить вас в контекст и объяснить, почему на этот раз речь пойдет в первую очередь не о людях, а о месте. Точнее, о людях, вот уже 100 с лишним лет хранящих и оберегающих одно святое место, невероятно тесно связанное со словом «русский», невероятно важное для всех православных христиан, но очень давно не имеющее ни малейшего отношения к современной России. Сегодняшняя серия о когда-то едином русском народе, навсегда разделенном революцией 1917 года, о двух противоположных взглядах на веру, религию и принципы наследования. Это серия о том, почему тем, кто остался, никогда не понять тех, кто уехал. И наоборот. Заинтриговала? Знаю. Я и сама, когда погрузилась во все перипетии этой истории, не могла поверить, насколько неисповедимы пути Господни и как удивительна наша жизнь. Мы сняли эту серию до начала войны на Ближнем Востоке. И первоначальной идеей было просто показать вам, как живут монахини Александрского подворья, самого спорного из всех русских и самого русского из вообще всех мест на Святой Земле. О подворье было снято немало сюжетов мировых СМИ в контексте предмета политической торговли между Российской Федерацией и Израилем. В ноябре 2023 года, после очередного Иерусалимского суда за право владения подворьем, оно, по прогнозам многих экспертов, должно было перейти в ведение России. То есть, по сути, его должны были юридически и физически передать в руки Русской Православной Церкви. Но началась война. Отношения между странами в результате неоднозначных реакций российского правительства на действия Израиля в очередной раз сильно напряглись, и вопрос о передаче подворья России снова заморожен. На сегодняшний день, и вот уже более сотни лет, Александрское подворье принадлежит Императорскому православному палестинскому обществу, учрежденному еще при Александре III и в 1917 году оказавшимся в эмиграции. О том, что же это за общество, почему у него есть двойник с таким же названием и российской пропиской, и вообще, как, когда, благодаря кому и почему русская духовная миссия пришла в Иерусалим, как ее владения и святыни распределились в течение турбулентного 20 века и какова во всем этом роль легендарного Александрского подворья, наша сегодняшняя серия Cloud Russians. Нашими проводниками в эту захватывающую историю станет теолог и православный блогер Наталья Гончарова, председатель исторического императорского православного палестинского общества Николай Воронцов и монахини Свято-Елизаветинского сестричества, которые хранят этот удивительный дом в стенах старого города и каждый день открывают двери подворья в Иерусалиме для паломников со всего света. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео, ведь каждый лайк и каждая подписка продвигает нас в трендах YouTube. Ну что, с Богом! Было 19 марта 2023 года. Я находилась в длительном путешествии по Израилю в поиске новых историй, новых героев для облачных русских. И я проснулась утром в Тель-Авиве и почувствовала острое желание срочно поехать в Иерусалим, в город, где я не была с 2015 года. У меня так иногда бывает, я просыпаюсь и чувствую какой-то импульс. Мне нужно срочно куда-то идти, просто встать и идти. Я встала и пошла. Я дошла до вокзала Хашалом, села на поезд, приехала в Иерусалим, вышла из здания вокзала и направилась... Оказалось, что я направилась в старый город. Я вошла через Явские ворота и петляла по улицам города. Я прошла мимо храма гроба Господнего. Увидела много туристов и решила немножечко свернуть. Примерно где-то здесь пошел сильный дождь. Я оглянулась по сторонам и увидела открытую дверь. Подняла голову. Было написано на русском языке «Александровское подворье».
Я немножечко подумала и решила зайти, укрыться от дождя. Забегая вперед, я хочу сказать лишь одно, что день, когда я переступила порог этого места, изменил мою духовную жизнь, разделил ее на до и после. И на этой груди снова появился нательный крест, которого не было здесь 15 лет. В этом фильме сегодня я хочу рассказать и показать те лица, в которых я увидела настоящую веру. Эта территория, на которой мы сейчас находимся, это была Великая Палестина, находилась под влиянием Османской империи. И вот в тот момент, когда это влияние начинало ослабевать, здесь появилась возможность для представителей различных христианских церквей распространять свое влияние, свое присутствие. Первыми сюда пришли католики, это была католическая миссия и лютеранская миссия, протестантская. Целью распространения на Святой Земле католической и лютеранской миссии было в том числе и укрепление здесь позиции Англии, Франции, Пруссии, США. И важной задачей было не только миссионерство, но и укрепление своих позиций вблизи самых важных христианских святынь. До начала распространения русского присутствия в Иерусалиме здесь уже был основан Иерусалимский патриархат. Греческий православный патриарх, он базировался в Константинополе. Он получил возможность переехать, ему подсказали о том, что лучше бы переехать в Иерусалим и начинать миссию здесь, распространять православие здесь и поддерживать местных арабов-христиан, которые здесь жили. Их было здесь большинство, естественно, только из христиан здесь были исключительно арабы-христиане. Собственно, это и сделал Иерусалимский патриарх, он сюда переехал и занялся миссией здесь. Наша миссия, к сожалению, опоздала. Прям так незначительно, лет на 50, на 60 мы опоздали. То, что миссия опоздала, это обычная история. Очень часто Россия во многом опаздывала. А если появлялась, то или показывала свое превосходство, могущество, неважно как. Поэтому не было в России тех сил долгий период времени, кто бы задумывался над вопросом. Русская духовная миссия создавалась изначально для паломничества из России. Мы знаем одиночные случаи, которые описаны, хождение в Иерусалим. А вот та массовая паломническая группа, которая отправится позже, ее не было. Как-то Россия молча молилась, молча шла во храм, но Иерусалим это было что-то внеземное. Вообще первый вопрос о том, что России необходимо укреплять свое здесь влияние, начинать распространять свою миссию здесь, на Святой Земле, он возник еще в начале XIX века. Это был 1816 год, если не ошибаюсь. Представитель Москвы при Иерусалимском патриархате, он написал письмо и сказал о том, что никто из христиан не находится на Святой Земле в таком бедственном положении, как русские паломники, потому что к тому времени уже началось паломничество из России сюда, в Святую Палестину. То есть они нуждались в больнице, они нуждались не только в духовном окормлении, у них не было возможности молиться на родном языке, здесь был только греческий язык. У них не было мест для того, чтобы остановиться. То есть им нужно было обращаться к Иерусалимскому патриарху греческому для того, чтобы получить здесь какую-то аккомодацию. Греки принимали их, мягко говоря, без особой радости, естественно. Опять-таки, никто не знает русский язык, русский не знает греческий язык. Люди, то есть это не так, как сейчас сел в самолет, прилетел, да, люди приезжали сюда паромами, с морским путем. Были подвижники, которые приходили сюда из России пешком, в том числе, и действительно доходили. И, соответственно,
это не недельное паломничество, которое там происходит сейчас, к примеру. То есть ты приехал, тебе необходимо провести здесь как минимум несколько месяцев, да, для того, чтобы ты пока соберешься с силами вернуться обратно. Кстати, люди болели, люди здесь умирали, люди испытывали здесь серьезную нужду. Есть много фотографий, где они в лаптях, котомки, самовар обязательно на плече с собой. И вот появляется простой народ. И тогда уже начинают строить подворья. Их было очень много, этих подворий. Если вы в Иерусалиме обратили внимание, помимо Александровского и этого знаменитого Сергиевского подворья, было еще и Вениаминовское, Елизаветинское, Николаевское, Мариинское, то есть разные-разные подворья. Обычным языком подворье – это отель. Есть разница между ними. Были подворья, где был еще храм внутри, где были трапезные, а были подворья без всего этого. В 40-х годах XIX века сюда из Европы был направлен русский архимандрит Порфирий Успенский, который находился в тот момент, нес свое служение в Европе. Он отправлен был сюда с разведывательной миссией для того, чтобы понять, действительно оценить положение дел русских паломников на Святой Земле и понять, что мы можем для этого сделать, для того, чтобы им помочь, для того, чтобы войти в Святую Землю. Он налаживал отношения с Иерусалимским патриархом, в том числе и с местными. И спустя несколько лет его сюда направили уже как первого начальника русской духовной миссии. Это был 1747 год. И, собственно, этот год и знаменуется как год основания русской духовной миссии по благословению императора Николая I. Архимандрит Порфирий Успенский, впоследствии ставший епископом, прибыл сюда на Святую Землю уже в качестве начальника русской духовной миссии, своим помощником. И, соответственно, на тот момент у нас здесь не было, естественно, ничего, кроме прибывающих паломников. И, соответственно, первый вопрос был о том, где же им размещаться. Иерусалимский патриарх выделил Архангельский монастырь для нашей русской духовной миссии. Он находится на территории христианского квартала здесь, в Старом городе. Собственно, там была первая русская духовная миссия, и это был тот самый храм, он действует до сих пор, он прекрасный, небольшой совершенно. И там начали совершаться первые службы на церковно-славянском языке. Золотым периодом рассвета нашего русского присутствия здесь. Это было время архимандрита Антонина Капустина и время его начальства над русской духовной миссией. Это был, по-моему, 1865 год, в котором он прибыл на Святую Землю. Человек, родившийся в Псковской губернии, обладал совершенно потрясающими знаниями в какой-либо области. Он был историком, он был академиком, он был византинистом. Он построил здесь даже обсерваторию у себя в миссии. То есть это тот человек, перед которым горело все, его интересовало все. Он сам писал в своих дневниках о том, что я не могу устоять перед историей этого места. И когда я соприкасаюсь с какими-то фактами, я чувствую, что просто у меня там воспламеняется душа. Он понимал о том, что это очень замечательно и здорово, что нам дали возможность поселиться там в каком-то греческом монастыре и так далее. И вот у нас уже появился там собор Троицкий, который существует, естественно, до сих пор и принадлежит русской духовной миссии. Но нам нужны еще места, нам нужна земля, нам нужно строительство новых монастырей здесь, для того, чтобы их населяли уже русские монахи, монахини, прибывающие со Святой Земли. И это все потрясающе, что мы заботимся о местном населении, но как укреплять здесь в дальнейшем свои позиции? То есть свою часть по статусу кво в гробе Господнем мы, естественно, не получаем, потому что православная часть принадлежит Иерусалимскому патриархату. Что делать дальше? То есть мы не можем претендовать на какие-то главные христианские святыни, там, на свою часть в Вифлееме, да, в храме Рождества Христова. И, собственно, он на деньги, выручаемые от паломников, на какие-то там, естественно, сущие копейки, но тем не менее, на деньги, пожертвованные императорской семьей,
он начинает покупать здесь земли для строительства русских храмов и монастырей. По законодательству он не мог, то есть никакой иностранный гражданин не мог покупать здесь никакую землю. Ну, то есть он придумал схему. У него был здесь его главный друг, помощник Якуб Халиби. Ну, мы говорим Халиби на арабском, но как бы в русской традиции, по-моему, звучит как Халиби. В общем, они стали настоящими друзьями здесь, и потому как он был местным, да, Якуб, он был арабом, он имел возможность покупать здесь землю. То есть отец Антонин приносил ему деньги, передавал ему в руки, Якуб шел, оформлял на себя землю, а потом подписывал дарственную на архимандрита Антонина. И вот таким образом он приобрел здесь огромное количество земель. Общая площадь до начала революции, до 17 года, насчитывала там, по-моему, почти 2 миллиона квадратных метров. Причем таких в хороших, в значимых для нас, для православных христиан, местах. Александровское подворье, оно состоит из нескольких частей приобретенных. Это покупалось кусочками небольшими. То, что в большинстве случаев покупалось не совсем обычным образом, тайно, в этом были свои причины. Потому что ни Иерусалимская патриархия, ни католическая церковь, ни все остальные никак не были заинтересованы, чтобы Россия, имеется в виду царская, императорская Россия, вплотную подошла к храму гроба Господня. Почему? Они до сих пор в страхе, что хотят захватить трон. Трон Иерусалимского патриарха. Французы, итальянцы, ну, все англичане, кто бы ни был, у них были всегда подозрения, что если пустишь Россию на шаг, она на этом не остановится. Миссия распространялась, процветала, участки приобретались, храмы и монастыри строились, все замечательно, паломники прибывались, русские школы построены больницы, построены 2 амбулаторных здания. Все замечательно, но русской территории в черте старого города не было. И отец Антонин проводил свой досуг, да, время свободное от основных его задач и послушаний, в изучении исторических книг, справочников, документов. И он узнал и обнаружил о том, что вблизи от храма гроба Господнего есть некое место, от которого Христос начал свое восхождение на Голгофу, на распятие свое. И то место, по евангельскому преданию, в котором Христу был вынесен осудительный приговор Понтием Пилатом. Отец Антонин понимал, что под землей есть нечто, под землей, по его сведениям, должна была располагаться базилика Константина. И ему действительно удалось купить эту землю. Это был, по-моему, 61 год, как-то так, с 59 по 61. В общем, он покупает эту землю, и целью была постройка русского храма, как я уже сказала, на территории старого города. Это было бы первым местом нашим русским, и тем более в такой непосредственной близости к храму гроба Господнего, то есть вот прям стена к стене, да. Поначалу провели археологические раскопки, и когда на этом месте были обнаружены, раскопаны части древнего Иерусалима, тогда решили построить предохранительное здание над этим древним Иерусалимом. Больше 100 лет считалось, что это и была вторая Иерусалимская стена. На самом деле это был фактически, это наука доказала, сейчас у нас со временем за 100 лет археология, наука настолько вперед продвинулась. Это лицевая часть или фронтовая часть
храма гроба Господня. Именно того храма гроба Господня, который построила святая царица Елена, царь Константин. Позже, 1000 лет спустя, храм гроба Господня, или как его после постройки называли, базилика, он был разрушен, и в нынешний период времени сегодня паломник видит приблизительно 18% от изначальной базилики или изначального храма Воскресения, но в народе принято храм гроба Господня. Поэтому 18% приблизительно. И этот ход парадный, центральный, нынешний, он был боковым когда-то. А вот парадный вход – это на территории Александровского подворья. Во время раскопок на этом месте был обнаружен некий порог судных врат. Что это такое? По древней римской традиции, когда после вынесения уже окончательного приговора и приведения приговоренного к месту исполнения казни, у него оставался шанс спастись, оставался шанс получить оправдательный приговор. То есть перед непосредственно местом казни задавался последний самый вопрос, если кто-то из присутствующих может оправдать чем-то этого человека, осужденного. Да? И если такой человек находился, который мог привести факты или оспорить обвинительный приговор, человек отпускался до выяснения, да, то есть до следующего приговора. Снова возвращались там, в тот момент к прокуратору, к примеру, к лицу полномоченной такой власти для того, чтобы обсудить приговор еще раз. Приговор был вынесен, и Христос последовал от этого места, от притория, от темницы Христа, к месту исполнения казни, к горе Голгофе, нанеся на себе орудие своего распятия, неся на себе крест, орудие исполнения этого приговора. Сегодня этот путь называется путь страданий Христа или страстной путь Христа или путь Христа. В международном названии этот путь, эта улица звучит как Виа Долороса. На этой улице есть 14 обозначенных остановок. Они связаны с значимыми местами, взятыми из Евангелия, описывающая как раз-таки путь Христа от притория, темницы до места его распятия, до Голгофы. 9-я остановка приходится как раз-таки на Александровское подворье, на порог судных врат. И остальные 5 остановок находятся внутри храма гроба Господнего. И как раз-таки у вот этого подножия, где сейчас находится 9-я остановка, ему был вынесен последний обвинительный решающий приговор. Никто из присутствующих людей в момент его казни Христа не поддержал каким-то оправдательным словом, и приговор был вынесен окончательно. Соответственно, поэтому это место называется порогом судных врат. Огромную возможность русская духовная миссия для распространения своего здесь влияния получила после создания Императорского православного палестинского общества в 1882 году. Державной волей императора Александра III было создано общество, которое включало в себя академиков русских ученых, византинистов, всех людей, которым была не безразлична Палестина, не безразличен этот библейский регион, которые также любили Иерусалим, Святую Землю, и готовы были заниматься вопросом укрепления русского положения здесь. Главным благодетелем, естественно, да, то есть финансовым спонсором ИППО был великий князь Сергей Александрович. Он выделял деньги из императорского бюджета для построек и для работы собственной миссии. В 1983 году начались раскопки, и во время раскопок обнаружилась часть стены
старого города. Сейчас там находится современная достопримечательность, так называемое игольное ушко. Что из себя представляет? Это некое отверстие в стене, очень-очень маленького размера, такое каплевидное, да, то есть реально по форме напоминающее игольное ушко. В Библии есть такой момент, когда в Евангелии, когда Христос сказал о том, что легче будет верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. То есть Господь, естественно, не имел в виду буквально игольное ушко. Это некое отверстие в стене города, через которое действительно не могли входить верблюды. То есть на ночь все старые города запирались, защищая жителей города от нападений захватчиков, грабителей, коих было очень много, тем более здесь. Это было достаточно пустынное место, дикое. Соответственно, стены старого города запирались и оставлялись небольшие выемки, проемы в стене для того, чтобы опоздавшие жители города, которые по каким-то причинам не смогли вернуться до закрытия стен, смогли пройти. Но ты мог протиснуться в это отверстие без какого-либо животного. То есть ты не мог въехать в город на лошади, на верблюде, ты не мог туда протиснуть осла даже, да, то есть только для человека. В истории служения нашего подворья очень много казусных ситуаций с гидами, когда гид приводит целую группу паломников, они выстраиваются, и он им говорит, что вы все должны пройти сквозь игольное ушко, и вам простятся все грехи. То есть вы уже точно попадете в Царство Небесное. И человек, который один раз в жизни попадает в Иерусалим, он приезжает, и он это принимает за чистую монету, что это такое видно место, где какая-то особая благодать, и мне обязательно нужно пройти. Истории бывают очень разные, потому что люди разного телесного сложения, и бывает, что там жена мужа вытягивает, чтобы только он пришел туда. Хождение подворья определилось территорией христианского квартала. Сейчас подворье находится прямо на стыке христианского и мусульманского квартала. Да? То есть с одной стороны от подворья храм гроба Господнего, а другая стена соседствует уже с мусульманским арабским рынком. Добавляет, конечно, колорита этому месту и особого шарма. Великий князь Сергей Александрович трагически погиб в 1905 году. После его трагической смерти председателем Императорского православного палестинского общества стала его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Он ехал на карете по Москве, когда террорист Каляев кинул бомбу. Карета взорвалась. Елизавета Федоровна, узнав и увидев это, она бежала и собственноручно собирала остатки своего мужа. Она настолько сильно его любила. А после его смерти она пошла в тюрьму к Каляеву, принесла Евангелие, крест, просила, чтобы он покаялся о содеянном, на что он сказал, что я не раскаюсь, я давно хотела это совершить, но вы всегда были рядом, и я боялся навредить вам. На это она ответила: неужели вы не понимаете, что, убив Сергея, с ним вы убили и меня? После этого она все равно просила Николая II о помиловании Каляева, но он отклонил ее просьбу. Его казнили, да. Елизавета Федоровна тяжело переживала душевно, физически, такой трагический преждевременный уход своего возлюбленного супруга. И после его смерти она приняла решение о том, что она посвятит всю свою оставшуюся жизнь дальнейшую благотворительности. Она продолжала заниматься благотворительностью, основала Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия, обитель, где ухаживали за больными. Она оказывала помощь на фронте. Она сама часто приходила, перевязывала раны больным, ухаживала за ними, молилась за них. Говорила, что исповедь и причастие, это в первую очередь помогает.
Вот. И духовно как бы помогала, и физически. Елизавета Федоровна посетила Святую Землю, она была в Иерусалиме в 1888 году. Ее визит был приурочен к освящению монастыря Марии Магдалины здесь, на Леонской горе, русского монастыря. И ее настолько вдохновило это место, ободрило духовно, она действительно полюбила всем сердцем Святую Землю, и она сказала фразу о том, что как бы выразила свое желание быть здесь похороненной. Так, собственно, и произошло. Сейчас ее мощи, потому что она была впоследствии причислена к лику святых в Русской Православной Церкви, и ее мощи ее помощницы, келейницы, инокини Варвары находятся в том самом монастыре Марии Магдалины. Вот это и есть это Евангелие, которое, когда вывозили убиенную Елизавету Федоровну, инокиню Варвару и всех князей, которых Алапаевскую вел, это Евангелие лежало на ее гробе по пути следования до Пекина. Уже в разгар революции, понимая, что это очень опасно, потому что Романовы уже арестованы, уже часть из них под домашним арестом, Елизавета Федоровна сложила с себя обязанности председателя, и исполнявший в то время обязанности вице-председателя князь Ширинский-Шихматов возглавляет общество. Князю Ширинскому-Шихматову пришлось покинуть пылающую Россию, которая превращается в Советский Союз. Он прибывает через Мюнхен в Берлин, и в Берлине он возобновляет работу общества. Позже из Берлина князь Ширинский-Шихматов переезжает в Париж, и общество управляется из Парижа. Совет был создан из членов общества, которые так же, как он, отправились в эмиграцию. То есть они там вот все эмигрировали, объединились вокруг общества, да, и, собственно, продолжали свою деятельность. После того, как председатель покинул страну и уехал в эмиграцию в Германию, в Петербурге на место его был избран новый председатель, академик Латышев. И общество продолжало свою деятельность, но она уже была более научной и академической, потому как, естественно, религиозная деятельность была под запретом, к сожалению. Умирает князь Ширинский-Шихматов, его потом сменяют снова же члены Совета того времени, Боткин, который работал в посольстве в Берлине. И идет такая преемственность, избираемся все не как в нынешней России, решили, мы восстановили и мы назначили. Вот это сейчас они уже пытаются уйти от этого, но поначалу они назначили председателя, он не назначается. Тем более, что если они восстановили даже, пусть, допустим, хотя это настолько спорный вопрос, даже не будем говорить об этом, но нет императора. Нет императора, чтобы решить этот спорный вопрос. А если кому-то кажется, что в стране есть император, это уже проблема Наполеона. Революция 17 года разделила жизнь миллионов
русских людей на до и после. Огромная часть населения была вынуждена отправиться в эмиграцию в Западную Европу. Кто были эти люди? Они были русские православные люди. Соответственно, что необходимо в первую очередь человеку, который оказался в другом месте, в другой стране, будучи религиозным человеком? Конечно же, духовное кормление, духовная поддержка. Необходимы службы на русском языке, необходим русский священник для того, чтобы иметь возможность исповедоваться, да, приобщаться танец, там, и Евхаристии, конечно же, можно и в любом другом православном храме, но вот эта вот немаловажная часть, немаловажная составляющая заключается именно в русском языке, в церковнославянском языке службы, в русском священнике и так далее. И вот с момента революции, да, 17-го года, там, по начало 20-х годов, 22-й год, формируется Русская Православная Церковь за рубежом. То есть это та самая Русская Православная Церковь, да, которая окормляла так называемых белых эмигрантов, людей, мигрирующих из России. В это же самое время в России после революции продолжала существовать Русская Православная Церковь, каноническая церковь. Мы прекрасно знаем о том, в каких ужасных условиях она находилась. То есть это времена репрессий, гонений, ссылок. Но, тем не менее, церковь не прекращала существовать. Возвращаясь в Иерусалим, можно себе представить, в каком сложном положении находилось здесь наше русское имущество, наши русские паломники, которых здесь застала революция, клир духовный, да, священники, монахини, монашествующие, которые к этому времени здесь уже поселились. У нас были здесь образованные русские школы, русские больницы, амбулатории. Положение было действительно бедственным, потому что связь была утеряна, соответственно, финансирование тоже прекратилось. Поддержка, любая, какая бы то ни была поддержка, прекратилась. То есть им оставалось рассчитывать только лишь на свои собственные силы. После революции и после того, как сюда прекратился поток паломников, а также вот, сестры остались здесь без финансовой поддержки, вот, они должны были идти и работать, чтобы как-то прожить. Одна из матушек, матушка Елизавета, которая также вот в те времена вот, ухаживала за подворьем, она вспоминает, что они ходили по улицам Старого Иерусалима, по рынку, собирали какие-то куриные отходы, чтобы вот сварить суп и как-то вот выжить. Вот. В то время, это 1921 год, приостановилось чтение неусыпаемой псалтыри из-за того, что сестрам как-то нужно было выживать. Рассказывает, что очень холодно было. Это сейчас мы имеем возможность в современной помощи технологиях, чтобы отопить помещение. Вот. А раньше стояла большая печка, которая сейчас находится в музее, и они собирали все, что можно было с дерева, чтобы хотя бы как-то согреться вот, зимой в сыром холодном помещении. Они спали, потом спускались вот в одну комнату, где растапливали печку и нагревали воды, чтобы как-то вот согреться и покушать. То есть такие суровые времена были. В это время Палестина была под управлением Османской империи. После падения Османской империи здесь был некий британский мандат. То есть территории находились под управлением Великобритании. С 1922 года до 1948 года, до момента образования, до момента получения независимости государством Израиль. И все русское имущество было под управлением британского мандата. Турки, Османская империя, воевала против России, против Англии, то есть они были союзниками Германии. Они захватили Александровское подворье, как и другие подворья тоже, выслали всех в египетскую Александрию, сотрудников. Тоже они сделали с монастырями, с монахинями. И на Александровском подворье поселились солдаты турецкие. Они нам сожгли всю старую мебель, которая была, потому что зимой бывало холодно. Там есть камин, чем-то топить нужно.
К счастью, уцелели не все, уцелели большинство, но не все портреты царские. Это им не нужно было. Остальное разграбили все, что могли. Когда уже приходят англичане, вот прибывает Селезнев. Он идет губернатор, он идет, чтобы принять у него полномочия. Его полномочия подтвердил российский, еще оставались царские послы. Вот в Египте царский посол Смирнов подтвердил его полномочия. Там в Первую мировую войну застряло очень много паломниц. И даже организовали бунт паломницы, которые в Иерусалиме застряли. До них дошло, все-таки какие-то газеты доходили, и все, что в России революция, они объявили, что вот все, революция, все принадлежит народу, и подворья принадлежат нам. Он прибывает, и он в шоке. Перед Александровским подворьем расставили столы, распродают остатки посуды, остатки всего, остатки, все, что еще можно было распродать. Ну, с помощью британской полиции наводит порядок. Но уже где-то к началу 20-х годов более-менее все отрегулировано. Англичане диктуют обществу условия. Англичане заняли Сергиевское подворье. Там находилось правительство Палестины, то есть созданное британскими властями. Елизаветинское подворье тюрьму устроили. В Николаевском подворье что-то наподобие прокуратуры. То есть они платят обществу, нам платят аренду, но аренду назначают они. Мы не можем назначать, они. Вот считает нужным уплатить 100, значит только 100. И ремонты не хотели делать. Это сложный период, который... Более того, там около 600 застрявших паломниц, которые не могут или не хотят уже вернуться в Советский Союз. В основном это старые женщины. Англичане, чтобы балласт не взять на себя, содержать их, они обязывают, что мы из этих арендных плат, мы обязаны их содержать. Более того, все монастыри, доходов нет паломничества, нет ничего. Все женские монастыри, все начинают требовать, чтобы общество их содержало. Бедный Николай Романович Селезнев долго не продержался. Он в Ерехоне упал, у него инсульт был. И тогда управление подворьями возглавит Василий Константинович Антипов. Это бывший царский консул, и он будет до начала 60-х годов возглавлять управление подворьями. Человек, кому нужно памятник поставить. У него каждое утро, действительно, каждое утро начиналось с обхода всего Старого Иерусалима, вернее, не совсем Старого и Нового тоже, всюду, где были подворья. Англичане его уже люто ненавидели. Он судился с ними, потому что они пытались отобрать все права, которые возможно были. А он был неутомимый человек. На момент основания Израиля, да, в 1948 году британцам нужно было покинуть эту территорию, и нужно было определяться, да, что делать с тем имуществом, которое было подконтрольно им с 22 года. И существует такая история о том, что накануне того дня, когда британцы должны были освободить эту территорию, да, освободить Палестину, и здесь уже образовывалось государство Израиль, они должны были выпустить официальный документ в местной газете, в котором бы говорилось о том, что они оставляют эту территорию с завтрашнего дня, это независимое государство Израиль. И мы передаем вот такое-то имущество, возвращаем в это государство, передаем вот этим людям, оставляем под вот этим правлением, передаем Израилю. И существует такая история о том, что накануне выхода этой газеты тираж был украден, соответственно, не осталось подтверждений
фактических, о том, что конкретно британцы собирались вернуть, для нас больше всего интересно, да, Советскому Союзу. Все перешло под контроль, под руководство новообразованного государства Израиль. В 1949 году, уже когда правительство было сформировано, был назначен некий управляющий по вопросам имущества, господин Рабинович, которому, собственно, было поручено заняться русским имуществом. И ввиду того, что Советский Союз поддержал Израиль в обретении независимости, в обретении своего государства, Израиль решил отплатить обратно добром и передать имущество имперское Советскому Союзу. Молодое еврейское государство борется за свою независимость, за создание государства Израиль. У них самая главная, самая важная поддержка Сталина. В ООН, всюду Сталин. Но Сталин рассчитывает на то, что это будет советский плацдарм. Идут, никто не знает, где будут границы, будет государство, не будет государства. Но Советский Союз сразу присылает своих представителей, чтобы принять это имущество. Вот интересует невероятно, у них есть договоренность с бойцами, со всеми, что это все будет передано Советскому Союзу. И действительно, с созданием государства Израиль все, что на его территории, переходит Советскому Союзу. Подворье в Назарете, в Хайфе, во всех, то есть невероятное количество переходит Советскому Союзу. Александровское подворье, как и другие там небольшие уже части, они были на территории Иордании, поэтому они уцелели. Именно из-за того, что они были на территории Иордании. Во время Хрущева Советский Союз осознал, что церковное имущество ему здесь совершенно не нужно. Оно ему не нужно как бы нигде, да? И имущество не должно вообще принадлежать церкви. Соответственно, ему здесь местные постройки тоже были не нужны. Появилась идея продать обратно Израилю наши постройки и наши земли. Имущество было оценено в 7 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии сумма сократилась до 4,5 миллионов фунтов. Но и даже этих денег Советский Союз не увидел. Вместо них получил баржи с гнилыми апельсинами. И эта сделка получила такое позорное название «апельсиновая сделка». Эта сумма была выплачена шерстяной пряжей, трикотажем и баржами с апельсинами, да, которые советские прилавки так и не увидели, потому что они сгнили по пути в Советский Союз. Но в списке этого имущества не значилось Александровское подворье. Русские раскопки не входили ни в одни из списки, не входили ни в одни из списков. И получается, что как бы оно просто зависло в небе. До сих пор не было ни обнаружено ни одного исторического документа того времени, да, в котором бы говорилось о том, что Александровское подворье или русские раскопки находятся в ведении Израиля или были проданы Советским Союзом Израилю в ходе апельсиновой сделки. То есть в документах нигде не значилось. Я посетил Иерусалим впервые совсем молодым парнишкой. Мне было лет 18-19. И посетил Александровское подворье. Мы сидели в так называемой царской комнате. Тогда возглавлял его в Иерусалиме генерал Хрипунов. Генерал Хрипунов – последний флигель-адъютант Николая II. Он был очень пожилой человек с такой белой, прекрасной, роскошной бородой. Я помню, как он мне говорил, что, может быть, в один день ты будешь сидеть на моем месте. Но я, как юноша, внутренне посмеялся, думаю, зачем мне это и к чему.
сидеть среди портретов. Потом я посещал игуменью Елеонского монастыря на Елеоне, матушку Тамару. Матушка Тамара – это царская игуменья, то есть дочь великого князя Константина Константиновича. И у матушки Тамары прозвучали подобные слова. Я не собирался, мне было и непонятно, и я был далек от этого. Я вступил в общество фактически за 2 минуты до того, как меня избрали в председатели. Я вступил в общество в феврале 2004 года. В то время его возглавлял архимандрит Антоний Граббе. Это очень известный род графов Граббе. Отец Антоний присылал мне, помню, тогда факсы были. По факсу много говорил, что надо спасать, надо то. А что конкретно там нужно было спасать? Что там происходило уже к 2004 году? Александровское подворье уже было почти 10 лет закрыто муниципалитетом как аварийное здание. Там падали потолки, там было ужасно, просто ужасно. Там нужно было спасать. Там нужно было хоть что-то предпринимать в отношении громадного участка. Это 9 тысяч квадратных метров на склоне Елеонской горы. Я вступил для того, чтобы никто не смог продать этот участок, потому что он был на грани продажи. Мы съехались все в Иерусалим в мае 2004 года. Съехались члены Совета из Америки, отовсюду. И решили восстановить вот это в Святой Земле, этот отдел, который главный, потому что по всем канонам ему принадлежат все имущества. И меня избрали, хотя, я говорю, я в феврале вступил в общество, но меня избирает председателем. Почему? Никто не собирается, все, и у всех свои причины. Каждый занят, каждый не будет не приезжать. Это стоит денег, вы должны на свои собственные деньги. Вы должны тратить исключительно свои деньги. Общество, здание Александровского подворья, отключен телефон, отключен свет, потому что уже не было чем платить, не платили давным-давно. И ты должен это все, если ты берешь на себя. Я согласился на 1 год. Я сказал, что я посмотрю, если в течение года я вижу, что я не справляюсь, я снимаю себя. То есть я соглашаюсь на 1 год. Что вы должны были сделать за этот год, по идее? Искать пути, как восстанавливать подворье. Это был очень тяжелый период времени. Я проводил полгода в Иерусалиме. Больше нельзя, потому что по туристической визе вы можете полгода. И то 2 приезда по 3 месяца. Я проводил там полгода. Это шло из моего все кармана. На что никто бы не согласился. Потому что все готовы, когда делить что-то, а вот из своего кармана мало людей. И появился человек, Марина Владимировна Невская, зашла в 1 день в это закрытое подворье. Нам было строжайше запрещено кого-то впускать из аварийного здания и прочее. Она пришла с экскурсоводом, мы с ней познакомились. Очень мило провели разговор, и она говорит, я ничего не обещаю. Но мой шеф, возможно, вам поможет. Но мне назначили встречу с ним в Лондоне. И вот первые ремонты оплатил Александр Кулаковский, за что мы будем всегда ему благодарны. Я должен отдать должное, что посольство тогда, в 2004-2005 году, и вели себя очень приятно, очень прилично. Но, как оказалось, что за кулисами уже шло. Они сами сейчас подтверждают, что мы там 15 лет готовили все это. То есть нас не ставил никто в известность. За кулисами там встречался посол с израильскими представителями. Там шло, они пытались обойтись без судов,
просто понимая, что в суде они проиграют, потому что шансы не такие уж хорошие у них, да, то они пытались это «ты мне, я тебе», сделку между соответственными лицами двух государств. То, что и произошло потом, ведь Подворье перерегистрировали, записали на Российскую Федерацию, мы ничего не знали. Это была сделка между Нетаньяху и Путиным. Появлялась изредка, то Медведев подписал, то, как сейчас они там заявляют, что Путин лично трижды обращался с письмами о том, чтобы Подворье было передано. В январе 2020 года вдруг выходит пресса, очень самая серьезная пресса ивритоязычная в Израиле, выходит с большим сообщением, что Подворье переписывают или переписали уже на Россию. Мы в шоке. Мы ничего не знаем. Нас никто не уведомлял. Дверь ежедневно открыта. С 9 до 18, 7 дней в неделю открыта для паломников, посетителей. Никто не приходил, никто ничего. Мы берем срочно адвокатов, нанимаем. Тут оказываются такие вещи. Есть в Израиле какой-то вестник. Он выходит на иврите. Этот вестник никто не читает, там только идет о имуществе. И вот в этом вестнике, на какой-то там страничке, малюсенький текстик, малюсенький, притом не указано Александровское Подворье. Каждое издание имеет свой номер какой-то. Там было мелко указано, что так и так Российская Федерация просит переписать на нее участок под номером такой-то. Да никому бы в голову не пришло. Но нашлись добрые люди, которые, видимо, не очень любили Нетаньяху. И резко публикуется во всех центральных израильских газетах история, что мы нанимаем немедленно адвокатов. Мы заявляем сразу, что как это так. Поначалу пытаются официальные органы Израиля объявить, что они не могли найти собственника, что Подворье закрыто. Но любой человек за секунду докажет, что Подворье открыто с 9 до 18 каждый день. Мы подаем во все суды, мы подаем в Верховный суд, повсюду. Регистрацию, которая не прошла, отменили. Отменили, она была незаконна, она была с нарушением всех самых простых правил. И пошли суды. Вот с 2020 года 3 года суды. Правительство, или, скажем так, юристы вокруг Нетаньяху в поисках решения, наверное, совместно с российской стороной, как нам решить вопрос. Вытащили закон 25 года британского мандата. В Израиле не отменены до сих пор османские законы и британские. И если нужно, их в суде они играют важную роль. И вытащили закон того времени, что если дело касается церковного имущества, то решает тогда верховный губернатор или верховный комиссар британский. Нетаньяху своим указом выносит постановление, что это здание – это церковное святое имущество. Не знаю, с каких пор он так хорошо понимает в этих делах. И на основании этого закона он берет на себя обязанности верховного решителя, потому что британский закон говорит, что если это святыни, то вопрос святынь церковного имущества может решать верховный комиссар, но не суд. Вернее, до этого он назначает 3 министров, комиссия создается, которая подготовит для него заключение, кто владелец, не владелец, всю историю. 3 министра нанимают 2 очень крупные израильские адвокатские конторы, которые будут изучать все документы, готовить им документы. И первое заседание должно было состояться сейчас. 19 ноября 2023 года. Да. Но началась война. Все ушли на фронт, включая наших адвокатов.
Более того, Нетаньяху сейчас не до этого. Не только что война, но он пытается, что исключается, спасти свое имя, кресло премьер-министра. Но у него нет шансов, он потеряет все. Войну выиграют без него. Он там не нужен, там есть другие. А он потеряет. Я обратил внимание, когда он посещал Путина, кажется, в Сочи это было, и когда они прощались в двери, и в этот момент Путин к нему обратился со словами: «Ну а что с Александровским подворьем?» И оно случайно проскочило было в этих новостях, и там было понятно, что это просто сделка между великими мира сего, которых не интересует ни правда, ни истина. У них есть своя идеология, своя политика. Вы спросили, почему так нужна следовать словам Степашина из интервью? Он сказал, это очень хочет Кирилл, то есть патриарх. Да, у Кирилла была большая идея устроить там еще одну резиденцию патриарха. Он с этой идеей возился еще когда Алексий был патриархом, что там это самое такое место прямо вплотную к храму гроба Господня, вип-зона, да. Я помню очень хорошо, когда меня спрашивали журналисты, но не представили журналистами, возможно, это не были журналисты, потому что никогда ничего не появилось. Это было в эти дни, когда Степашина назначали. И я помню, как они пришли и сказали, вот нам интересно ваше мнение, вот назначают Степашина. И такое. Я объяснил, люди добрые, неужели у вас в стране нет более подходящих кандидатов? Поймите правильно, что этот человек, вот сейчас была круглая годовщина создания ЧК, и он, как один из этой организации, подымал тост, подымал бокалы за наших, за наших, за наших. Спустя какое-то время круглая годовщина убиения второго председателя Елизаветы Федоровны, он тут же поднимает. То есть, что это настолько абсурдно все. Поймите, что когда в общество вошло государство со своей политикой, вы не можете больше говорить о каких-то идеалах общества. То есть фактически вы не могли никаким образом объединиться с ними, потому что между вами были вот эти там условные 75 лет и абсолютное расслоение в понимании каких-то фундаментальных вещей. Абсолютно. Это два разных взгляда, полностью противоположных взгляда. Полностью. Потому что то предназначение общества, которое было, когда его создавали, они ушли от него на 1000 километров. У меня были встречи с Кириллом, нынешним патриархом. Он в это время был митрополит Калининградский, Смоленский, Калининградский. Я очень долго отказывался. Потому что я не люблю, я боюсь таких встреч, зная, что у людей, у этих свои цели, которые полностью разнятся с моими. Меня уговаривал начальник миссии Московского патриархата, что ничего, он только хочет помочь. А это было начальный период. Разговор был очень жесткий. И тогда я понял, что мы никогда не найдем ничего общего с этими всеми людьми. И закончилась наша встреча, я хорошо помню его словами. Ну, не хотите, пусть вам тогда Бог помогает. Вот Бог нам помогает.
Кто такие прихожане Александровского подворья? Это в первую очередь местные жители, конечно, это жители старого города. То есть мы живем здесь все на соседних улицах друг с другом, как в такой большой коммуналке. Это очень удобно, естественно. Все друг друга знают. Это жители Иерусалима, местные жители, русскоговорящие. И это приезжие, в том числе русскоговорящие из других городов страны, которые не ленятся, приезжают сюда на службы. И так называемые захожане, то есть это люди, которые приезжают на какой-то короткий срок, там, в паломничество или на короткий срок проживания, ограниченный визой. И, собственно, они составляют собой приход подворья Александра Невского. Миссия сестер, вообще подворья, она обуславливается заветом Елизаветы Федоровны, которую она оставила здесь, и заключается не только в миссионерской деятельности и в духовном окормлении паломников русскоговорящих, но и в таком теплом, знаешь, радушном приеме этих людей, которые в силу тех или иных обстоятельств здесь оказались. То есть нужно всех принять, всех обогреть, накормить, провести экскурсию по этому очень важному историческому месту, пригласить на богослужение, естественно. Есть старое распоряжение нашей великой матушки, убиенной великой княгини Елизаветы Федоровны. Это было ее постановление, чтобы на подворье читали неусыпаемую псалтирь. Это было разработано очень детально. И Святейший Синод, тогда еще был обер-прокурор и Святейший Синод, и они все это утвердили. Неусыпаемую псалтирь на подворье читали монахини до 14 года. Турки захватили подворье, всех выслали, псалтирь прекратилась. С возвращением, как я говорил, Селезнева возвращается чтение неусыпаемой псалтири. 19 до 22 года читается неусыпаемая псалтирь, как было. Нет доходов, нет паломничества, нет ничего. Все голодают. И сестры, монахини, которые жили в Иерусалиме, вынуждены идти на подземные работы, на стройке дорог. И они просят, так как для них это уже очень и очень тяжело, они просят, чтобы в празднике, чтобы сократить чтение псалтири. И так начинается сокращение. В 70-е годы сошло на 0. Только спорадически кто-то зайдет, почитает. Я, зная, что Елизавета Федоровна так хотела это, что настолько важно было, чтобы молитва 24 часа о живых и мертвых звучала под сводами Александровского подворья. Такое впечатление, что как будто бы она сама витала и просила об этом. Я обращаюсь к зарубежной церкви, я обращаюсь к архиепископу германскому Марку с просьбой дать монахинь с Елеона, с храма Марии Магдалины, чтобы возобновить чтение псалтири. В ответ, я понимаю, он говорит, что у нас самих такая проблема, у нас одни старые, одни больные, некому. Тогда я понял, что мне нужно действовать другими путями. И я как-то в разговоре с одним архиереем из Киева, я говорю, у вас нет каких-нибудь монахинь, чтобы мне их отдали на подворье для чтения неусыпаемой псалтири? В Киеве уже было это сестричество давно, Елизаветинское сестричество. Отец Роман Барановский взял с собой в дорогу также старшую сестру. И вот мы в течение 50 минут решили, что он согласен посылать сестер. Все начиналось с этого. Прибыли первые сестры. Вначале мы читали только днем с 8 утра до 6 вечера, чтобы как-то подготовить, чтобы посмотреть, справятся, не справятся. И потом уже было 1 ноября, кажется, ровно 12 лет тому назад, объявили
И покойный отец Макарий Бутин, он первым стал читать, и так началось чтение неусыпаемой псалтерии. Мы должны были восстановить, мы должны были, потому что этого требует душа Елизаветы Федоровны. Меня зовут Ольга, мне 23 года. Я родилась в Каменец-Подольске, это Украина. Я сестра милосердия. Чем отличается? Сестры милосердия — это не обязательно монахини. В обычной жизни сестры милосердия могут иметь мужа, детей, они ходят на обычную работу. Просто часть нас, мы отдаем себя частично Богу. То есть у нас есть тоже послушание. Мы там посещаем больных, мы посещаем бездомных, мы кормим их. И, то есть у нас есть какая-то обязанность перед Богом служить людям, служить Ему, мы имеем послушание каждый. Чем-то мы похожи на монахинь, но у нас есть обычная жизнь. Инстаграмом подворья я начала заниматься около полугода. Вот это все очень спонтанно, потому что так как я была локально здесь, у меня был доступ до информации. Во-первых, я очень люблю фотографировать. Это одно из моих хобби. Я замечаю какие-то кадры, я люблю пейзажи людей в каких-то не постановочных фотографиях, а именно в моментах, живые моменты. И когда я начала сбрасывать фотографии, я поняла, что людям это очень нравится. Люди начали подписываться, и с каждым комментарием, с каждой подпиской, сообщением в директ, ты понимаешь, что людям это очень важно. И это странно не делиться этим. Плюс ты посвящаешь людей в какие-то свои таинства. То есть есть моменты жизни сестер. Это всем очень интересно, потому что обычно это было за закрытыми дверьми. И люди это очень ценят. Сколько комментариев, сообщений, благодарности. Даже был случай, мальчик с Сербии писал, что он очень ценит наш Инстаграм, и у него больная мама, и он очень просил молитв, и он говорит, что я постоянно показываю маме, и ей становится легче. Самые популярные рилсы — это где наши сестры поют возле иконочки Божьей Матери в Малой Гефсимании. Сколько раз я выкладывала там разных песнопений, и каждый раз это популярность. И это всех завораживает. Это основной канал коммуникации, где собрана вся молодежь, где они постоянно сидят. А для меня, как для современной сестры милосердия, можно так сказать, я хочу подать пример, что православие — это интересно. Это может быть современно, это не такая заезженная картинка, где все по строгости, где тебе нельзя ни шаг вправо, ни шаг влево. Мы показываем жизнь обычных людей. Меня зовут матушка Елизавета, мне 37 лет, и родилась в Винницкой области в Украине. Никогда в жизни не думала, что я буду в монастыре. Так же, как и все люди, все женщины мечтают о замужестве, о детях. И, в принципе, ничего нового для меня не было. Тоже хотела замуж. Но вы знаете, как сказал один святой, что монашество — это предназначение с рождения. Говорит, у вас на лбу написано, что вы монахи. Поэтому это не от меня зависит. Когда девочки молодые встречаются с парнями, у них первая любовь
Но потом встречают кого-то другого, третьего, и у них это проходит. А вот когда любишь Бога, никогда это не проходит. Вот это ощущение влюбленности, только это уже духовная, да, вот влюбленность. Вот она не проходит в душе. А монашество — это один из путей действительно отказаться от всего, потому что было все, была хорошая оплачиваемая работа, были друзья, были знакомства какие-то, но то, что Господь дал тебе, оно ничем не заменяется. Вы знаете, единственный правильный выбор вообще сделанный в жизни — это то, что пошла в монастырь. На Александровском подворье я уже 3-й раз. По благословению нашего духовного отца Романа Николая Александровича, он сюда нас приглашает, чтобы мы в первую очередь читали неусыпаемый псалтырь. Послушание, мы на входе стоим, встречаем паломников, стараемся что-то подсказать, помочь записки написать правильно, где-то правильно свечку поставить люди, потому что боятся где-то, знаете, малоцерковные люди, они с такой осторожностью заходят в храм. Поэтому наша задача здесь с любовью встретить паломников, с любовью людей провести, чтобы им это место запомнилось, чтобы они хотели еще сюда прийти. Это наша самая основная задача, чтобы мы в лице сестер милосердия, мы в лице Елизаветы Федоровны здесь принимаем, потому что она сама принимала гостей, она всегда с любовью встречала. Поэтому и нам также хочется повторить такую доброжелательность, показать людям, чтобы они сюда могли всегда прийти, помолиться за своих родных, близких, за детей, чувствовать себя как дома. Мое имя при постриге Паисия, Иннокене Паисия. Я родилась в Новой Каховке. А расскажите, чем вы занимались до того, как прийти в монашество? Суетилась, трудилась, вела свой бизнес, жила в многих других странах, чуть-чуть в Варшаве, в других городах, чуть-чуть в Варшаве, чуть-чуть в Одессе. А потом как-то судьба меня привела в Киев. Почувствовала, насколько это благодатный город, как хочется в нем жить, хочется ходить в храмы, быть ближе к Богу. К Богу приходят через людей. Я полюбила Господа через матушку Екатерину, игуменью нашего монастыря. Увидела, насколько это красивые душой люди, насколько у них вся жизнь устроена, то есть жизнь в монастыре. Монастырь — это же кусочек рая на земле, нету этой суеты, то есть та Божья милость, которая покрывает каждый их день. И мне захотелось быть к ним ближе, быть с ними. Меня зовут матушка Родиона, мне 24 года, родилась я в Симферополе, в Крыму. Я училась на издателя-журналиста, занималась баскетболом, очень любила фотографировать, писать стихи, ездить, путешествовать по городам разным Украины. А однажды, как ни странно, и часто сейчас это происходит, моей подруге гадалка посоветовала зайти в храм, поставить свечку. Ну, а так как мне было очень все это интересно и на всякие приключения тянуло, то я, конечно, решила поехать с ней. Нас должно было ехать 3, еще моя вторая подруга. В итоге, когда я уже была на полпути, одна позвонила и сказала: я не могу, мама в скорую забрала. А вторая позвонила уже, когда я подъехала к храму, и говорит: не получится. В итоге я осталась одна. Думаю, раз я уже приехала, не буду я назад возвращаться. Зашла в храм, там шел молебен о здравии, который в народе называется вычетка. Где люди кричат, им плохо становится. Мне это было так интересно, это ж страшно. Думаю, постою. Тут выходит с алтаря батюшка, который сейчас является нашим духовным отцом. И когда я его первый раз увидела, первая мысль в моей голове была: я сделаю все, что скажет мне этот батюшка. Этой мысли я сама немало удивилась. Начался молебен. Батюшка раз окропил святой водой, потом 2 раз говорит: много колдовства, надо тебе на источник поехать. И зовет монахиню, просит, чтобы она рассказала про источник. Все, что та монахиня мне сказала, это то, что они этой ночью туда едут.
В итоге я собралась той же ночью, поехала на источник, не зная, что такое монастырь, кто такие монахи, куда я еду. Думала, там храм, село, вот святой источник. Приехала, пробыла 3 дня, выполняла там разные послушания, на лавке была, познакомилась с матушкой игуменей. Вот. И настолько меня поразила любовь, которая царила в обители вот, между сестрами. Матушка вот, чужого человека так принимала с такой вот любовью, которая вот, как будто она небесная какая-то, неземная. Вот, и радость такая сильная, как будто ты на небесах находишься. Вот. И приехали мои родители, тоже матушка так гостеприимно встретила в 3-й день, вот, накрыли столик там среди сада. Вот, они посидели, матушка, хотя я была вот рядом, но не слышала эту фразу, как она сказала родителям: «Хорошо, когда в семье есть монах». Вот. И я говорю: «Матушка, благословите, я еще приеду к вам когда-нибудь». Она говорит: вернешься. Вот. И уезжая из монастыря, у меня такая какая-то грусть появилась. Я сидела на заднем сиденье машины, и у меня слезы накатываются, пытаюсь спрятаться, чтобы никто не видел. Вот. Ну и вот так я потом вернулась 2-й раз, через 2 недели приблизительно. Потом через месяц уже окончательно перебралась. Меня зовут Машка Елизавета, мне 29 лет. Родилась я в Каменце-Подольском, Украина. В храм я пришла благодаря своей маме. Как матери она чувствовала какую-то мою душевную боль, переживания. Это было в связи с учебой, так как мне было не очень легко. Училась я за границей. Впервые так далеко уехала от родителей, от моей семьи. И в тот момент моя мама работала в Киеве, и ей кто-то посоветовал прийти в храм, где наше сестричество, храм святителя Михаила в Киеве. Там рассказывали за нашего духовного отца, батюшку, который был таким духовным оплотом для молодежи в то время. Он проводил интересные беседы летом для молодежи, почему я не могу найти себе жениха и невесту, как правильно православным выходить замуж. То есть это был такое центровое место для православной молодежи в Киеве. Первый раз я туда попала, и с первых минут прихода в храм это заполнило какую-то пустоту в моем сердце, в моей душе. Я помню тот день, это был летний июньский день, цвели розы. То есть я помню, мы подходили в храм, и я маме говорю: «Мама, это мой храм». Это была первая любовь к этому месту. Потом таким очень большим стимулом для меня стали сестры, с которыми я начала общаться. Я скажу искренне, для меня это были ангелы. То есть я знаю, с какой жизни я пришла, моя студенческая жизнь, и такой контраст. Та же молодежь, мы одногодки, и они тоже учатся, но у них совсем другое восприятие мира, совсем другое расположение, отношения, взаимоотношения между собой. И это был такой свет, который тянул. То есть ты понимал, а почему я не могу быть такой же? Я тоже хочу быть участником этой жизни. И этот контраст той молодежи, с которой я только что училась, и той молодежи, с которой я познакомилась, он стал большим стимулом к тому, что я привязалась к этому храму, к этой общине. Для меня это стало второй семьей. На самом деле мой момент воцерковления и момент моего пострига, он был очень короткий. 19 лет, молодая девушка. Летом она первый раз как-то осознанно приходит в храм, и весной следующего года она окончательно уходит в монастырь. То есть что случилось, как-то объяснить это тяжело. Те ответы, которые я в жизни искала, в чем смысл, для чего мы живем, а что дальше. Там они так раз-раз и по полочкам расставились. И когда ты нашел какое-то духовное успокоение, то есть ты потихоньку, осознанно понимаешь, для чего ты пришел в этот мир. И я поняла, что зачем искать что-то другое. То есть то, что
вот непонятно, я это нашла. Монастырь, в котором я приняла постриг, который так открыто встретил меня, принял свою жизнь монашескую, называется «На честь Афонской иконы Божьей Матери». Вот, урочище Кипячий, он находится в Житомирской области в Украине. Сейчас у нас около 150 монахинь. Это монастырь очень молодой. Вот, он считается ставрепигиальным монастырем с 2007 года. И живем мы по Афонскому уставу. Это очень строгий устав, вот, который наш духовный отец как бы принял с Афона, с Пантелеймонова монастыря. Мы просыпаемся каждый день в 3 часа утра. У нас вот ночная молитва, как нам батюшка объясняет, что пока весь мир спит, вот монахи просыпаются на молитву. То есть вот эта монашеская молитва держится мир. Монастырь устроен из послушниц, инокинь, монахинь. То есть это 3 разные ступени вот, служения Господу. И 4-я схимонахиня. То есть это в основном постригают уже в преклонном возрасте схимницы, которые вот сугубо занимаются молитвой. Сам процесс пострига — это очень такое таинственное действие. Ошибочно то, что вот считает, что это как бы налысо. Сестра, которая имеет желание стать монахиней, она облекается в белую рубашку, и в начале храма она крестообразно ложится, и до алтаря, где стоит священник или владыка, который должен совершать постриг, она вот крестообразно ползет. Вот. Доползает до алтаря, там священник ее поднимает, и 3 раза кидаются ножницы. Это чисто символически, то есть, что у нее есть еще возможность отказаться. То есть, но она поднимает эти ножницы, как бы настаивает в своем желании. И дальше читаются обеты. То есть сестра, она говорит обеты, что она осознанно завещает Господу, что я хочу стать монахиней. Вот что такое монахиня? Это душа Христова, невеста Христова. То есть это сестра, которая посвящает себе полному служению Господу. И вот взамен того, что она вот просит принять ее вот в невеста Христова, она обещает Господу вот, обеты поста, послушания, вот, обет безбрачия. То есть это то, что уже она будет соблюдать на протяжении всей своей монашеской жизни и в чем она даст ответ на страшном суде. На Александровское подворье я первый раз приехала в 2014 году. Мы приезжаем сюда по туристической визе. Мы приезжаем на 2-3 месяца, служим здесь на Александровском подворье, и к нам приезжает смена. Это очень такое правильное и мудрое решение Николая Александровича, потому что, уезжая и приезжая, мы больше ценим это место. То есть мы скучаем за этим местом. Вот. Здесь, находясь 2-3 месяца, ты ценишь каждый день, потому что понимаешь, что вот завтра ты уедешь, да, и тебе хочется чем больше здесь сделать чего-то, вот, чем больше сил потратить на молитву, потому что ты едешь сюда как представитель своей общины, своего монастыря, своей семьи, своего рода. Вот. И ты один из тех немногих людей, которые вот могут здесь в длительное время помолиться возле гроба Господня. Я не могу не задать этот вопрос. Он возник у меня, когда я приехала туда. Это уже был 23-й год. Уже больше года на тот момент шла война России и Украины. И сестры украинки. Как они сейчас воспринимают то, что вот они служат как бы в русском доме, в молитвах очень много всего про Россию, да, вот как они, как люди, не как монахини, а как люди это воспринимают. Дело в том, что среди сестер у нас бывают также сестры милосердия из Грузии, из Прибалтики.
Но костяк составляет сестры Украины. Очень сложная ситуация. Бывают провокации. Бывает, вот входит группа. Были у нас много случаев. Даже было, что нам пришлось полицию вызывать. Сестрам очень тяжело. Сестры с Украины, большинство из них встретили войну в Киеве. Одновременно с этим, да, просят молиться и одна сторона, и вторая сторона. У нас приходят, допустим, бывают женщины, которые заходят из России, ну, было, по крайней мере, до 7 октября, и говорит: я вас очень прошу молиться о моем сыне. Он не хотел на эту войну, но мобилизация. Вот как быть, да? То есть мы обязаны молиться о каждом, судить будет Господь Бог. Я могу только сказать одно. Война есть война, как бы ее ни называли. Это война. Это убийство. Гибнут сотни, тысячи молодых ребят. Тяжелейшая ситуация, когда заходят на подворье духовенство, там, паломники, и когда говорят: а это что, здесь не русское? Всегда подчеркиваю, это общий дом. Его строили сообща. Александровское подворье, там каждый камень оплачен в свое время также Грузией, верующими Грузии, Молдавии. Ведь собирали деньги по всей тогда еще императорской России, а в ее составе была и Белоруссия, и Грузия, и Украина. Есть отчий дом. И мы не можем сказать, что это только принадлежит старшему сыну, младшему сыну, сестре. Он принадлежит одинаково всем. Все выросли, каждый создал свою семью, каждый уехал. Но раз в году или раз в какое-то время все хотят возвратиться в отчий дом. Да будет этот дом, Александровское подворье, общим домом для всех, без того, что мы имеем больше прав, меньше прав. Права имеет только Господь Бог. Мы служим. А те, кто служит, не могут говорить о каких-то правах. Тем более в таком святом месте, особенном месте, намоленном месте. Наш батюшка, святые отцы учат, что цель жизни каждого человека — это очищение своего сердца, чтобы каждый человек еще при жизни смог найти Господа, увидеть Господа. И очень сложный вопрос, почему вот Господь попускает гибели младенцев. И я считаю, что я даже не имею права как бы так отвечать на этот вопрос, потому что никогда не была матерью и не буду, и никогда не услышу, не прочувствую той боли матерей, которые теряют своих детей. Как учат святые отцы, что Господь забирает каждую душу в самое лучшее для нее время. То есть когда эта душа самая ближе находится к Господу. Впоследствии вся жизнь, она будет идти только на спад. То есть пик духовной жизни это каждого человека, потому что нету большей любви, которую проявляет Господь к человеку. И иногда, как учат святые отцы, Господь попускает такую утрату в семье для того, чтобы вся семья пришла к Богу. И мы таких примеров очень много видим и в нашей общине, и в жизни истории православной церкви, когда семья теряет младенца и ища какую-то утеху, опору этой жизни, чтобы
окончательно не пасть духом, вот они приходят к Богу. Это жертва. Это жертва. Вот в этом мы становимся краше, добрее, в нашей жертвенности, потому что смысл жизни в любви, да, чтобы мы учились любить. А любовь, она видна вот в жертвенности. Чем мы готовы, что мы готовы отдать ради любви к другому человеку. А это всегда что-то от себя. Не от изобилия, а вот от нестачи чего-то. Вот мы отдаем последнее. Александровское подворье — это особое место, которое принимает всех и любит всех. И служа здесь, мы не имеем права на какие-то личные эмоции. То есть, потому что если Господь сюда кого-то посылает, на это святое место, то Он посылает его за утешением каждого человека, за поддержкой. И мы должны каждому человеку оказать эту поддержку, вот, оказать эту любовь, заботу. Для православного христиана, для монаха дом — это место, где обитает Господь. Вот. И каждое место, где вложен наш труд, где возносится молитва Господу, это и есть дом, дом души, дом сердца. Ну а в дальнейшей перспективе наш дом — это Царство Небесное. Как часто повторяет нам наш Духовный Отец, что каждый человек призван к святости. То есть каждый человек может стать святым. Для этого у него есть все ресурсы. Вот. И так как каждый из нас должен понимать, что эта жизнь — это временная жизнь, и каждый из нас своим трудом, вот, своими усилиями себе готовит вот, в будущем какое-то место, какое-то обитель. Вот. Вблизи к Господу или вдалеке от Господа — это уже будет видно по нашим трудам, по тому, как мы познали в этом мире Бога, насколько Он нам стал отцом, другом, насколько тесно мы с Ним общались, потому что молитва — это общение с Господом. Святые отцы сравнивают православную веру, как такой большой, огромный корабль, который плывет по житейскому морю, и вот который самым удобным, самым быстрым способом вот, на своем борту доплывает до Царства Небесного. То есть это такой бесценный алмаз, который на протяжении 2000 лет хранили вот верные нашей церкви. Потому что пришел Господь на землю, который своим примером и своими словами сказал: вот, живите так и так, исполняйте то и то, и вы самым кратким путем, узким путем придете в Царство Небесное. Это самое бесценное. И это есть чудо. Зачем вам бороться с государствами, с такими огромными машинами? Как я понимаю, в судах вы боретесь не только с Российской Федерацией, с Русской Православной Церковью, но и с Русской Православной Зарубежной Церковью и так далее, и Израиль. И здесь столько всего, ощущение, что вот вы один против целых, не знаю, армий. Зачем вам это? Почему вам это все не оставить и не жить спокойно своей жизнью?
Этот вопрос мне задают очень часто. Я его слышу не впервые. Он на повестке дня постоянно. У меня было много моментов, где я говорил, я больше не могу. Поймите ситуацию. Я взял на себя эту ношу. Бежать сейчас, бросить, бежать с поля боя, значит, я оказался трус. Именно сейчас я не имею права. Если бы это все произошло, было как-то мирным путем, но я взял ношу. Я не могу. Не могу, потому что надо мной, вот я чувствую постоянно где-то за спиной генерала Хрипунова, который, неужели ты все-таки испугался, бежал? Очень многие, которые за моей спиной, вот я чувствую их, что они мне в затылок дышат и говорят, держись, мы тебя поддержим. Невозможно, вы понимаете, потому что это будет позор. Это будет позор, и я часто говорю, что в жизни просто так ничего не бывает. Я переживаю еще много по поводу того, что я уйду, оставлю, брошу, скажу, все, я и так потерял 20 лет своей жизни. Почему говорю потерял? Потому что я прошел страшное время. А когда страшное время, ты не хочешь о нем вспоминать, не хочешь думать. И было бы неправильно сейчас уйти. Знаете, я понимаю, это государство, это мощная сила. В свое время, в самом начале, мы действительно протянули всем руку. Мы действительно хотели, чтобы мы вас любим, любите нас. И во время первого визита в Израиль Владимира Путина, первого визита, решался вопрос. И решался очень серьезно. Посетит ли он Александровское подворье, тем более, что его официально пригласили. Я понимаю, что тогда, 2005 год, кажется, был 2005 год, или 2006, его первый визит, я понимаю, что это был совсем другой человек. И мне было бы... Мы были согласны на очень многое в ожидании поддержки. То, что это было ошибочно, это я понимаю сегодня. Но тогда это был еще другой человек, и весь мир смотрел на него влюбленными глазами. Я лично, и не только я, мы считали, что это будет самое правильное, кто нас может так еще поддержать, как он сможет поддержать. И мы очень хотели этот визит. Он в последнюю секунду не состоялся. И слава Богу, что не состоялся. Тем более этого человека я видел в своей жизни. Это был 1989 год, когда он находился в Дрездене. И у нас произошла такая очень странная встреча с ним и его соратниками. Он понял тогда, что я человек совсем, которого не купишь, у которого есть принцип, есть по-настоящему слово чести, верности, и никогда не пойду ни на подлость, ни на подвох. Я каким был в то время, таким я остался и в будущем. Поэтому, если бы он пришел, у нас была бы встреча довольно такая интересная, не как два старых друга, а как два человека со своим характером, который несовместим. Я иду всегда по жизни своей дорогой. И моя дорога очень сильно
отличается от его дороги. И я знаю только одно, что мой тезис – любить мир, не склонить меня ни к чему, у меня нету тех ген. Как вы думаете, что бы произошло, если бы все-таки он тогда пришел? Это период времени, когда он очень сильно увлекается иммиграцией, где он вообще все предпринимает, чтобы поддерживать иммиграцию. И в тот период времени, как нам казалось или верилось в это, он будет самый правильный человек, потому что ему именно, он подчеркивал на каждом шагу прошлое России, как важно, как дорого, иммиграция, все. Это был другой человек. Не забывайте о том, 2005 год, прошло почти 20 лет. Хотелось верить, что в нем расцвела или ожила какая-то такая душа человека, который хочет торжество исторической правды. Мне так хотелось верить. Я помню, когда он пришел к власти, я очень внимательно следил за тем, вот вена на шее, когда он говорил о народе, когда он говорил, он начинал дрожащим таким, и у него начинала вена пульсировать. Для меня это был всегда признак, что человек верит в это, что он говорит в этот момент. Сейчас она не пульсирует, кстати. А если вы посмотрите записи тех времен, и где видно, вы увидите, как у него пульсирует вот вена. Обычно это тот, кто стремится к добру. Но вы знаете, как многие стремились, а по дороге... Вот мы сегодня с вами очень много как раз-таки разговариваем о вот этих неких двух русских народах, один из которых уехал, второй из которых остался. Те, кто остались, опять же, это же целое поколение, там, вы про разное, вы из разного теста сделаны, у вас разное воспитание. И, может быть, эта вена пульсировала про народ, про который он знает, а он-то все-таки советский человек. Возможно, но в этот момент, как мне казалось, он очень стремился, он хотел, чего он и достиг зарубежной церковью, да, что вот мы воедино все. Но хотелось ему бы заметить, что когда объединялись, там больше не было ни одного старого русского архиерея. Те бы не пошли на это. Никогда. Кто там был? Глава церкви Лавр? Да он вообще не русский. Он русин из Словакии. Иларион, который потом возглавил, он с Волыни откуда-то. Вот тех русских не было. Архиепископ Марк, он вообще немец. А вот те старые русские, которые я их еще знал, они бы никогда не пошли. То есть подошел момент, когда в зарубежную церковь, в ее большинстве не оказалось больше еще такая вещь. Те старые архиереи не пошли бы, они прошли революцию и ее последствия. Уже родившиеся в Канаде, в Америке, они не ощутили. Я никогда не забуду такой момент. Жорж Соловьев или Георгий Соловьев, лагерь Артек, вы все знаете, это их бывшее поместье, которое называлось Сууксу. И они считалось, что Крым их. Я не забуду момент. Была жива еще его мама, Ксения. Это была вот та, которая фактически вырастала в этом Сууксу. И я не забуду ее слова. Она никогда не простила. Потому что она помнила, что с ними творили в революцию. Я не забуду ее слова. Моя первая поездка в Россию, первая имеется в виду после
стольких лет мне нельзя было никак. И она говорит, имение отдавать будут. У нее уже было, ей было 90 лет, глубокий голос. Я говорю, сомневаюсь очень, что такое. Я хочу поехать. Я плеткой буду их пить. Я говорю, да никого в живых нет. Те, кто били вас тогда, в 18-17, их живых нет. Неважно, потомков их. И Жорж мне часто говорил потом, ты уверен, что они не коммунисты? Я говорю, Жорж, Советский Союз развалился уже давным-давно. Ты можешь развалить страну, но не душу. Она остается всегда такой. Это нужно было пройти этот момент. Понимаете, кто не прошел, он никогда не поймет этого всего. Потому что боль, можно ее заглушить. Но избавиться от боли полностью невозможно. Получается, старые белые иммигранты, они правы, потому что все вернулось. И сейчас новая, это получается уже 5-я волна иммиграции, в которой я нахожусь, и о которой я снимаю свои фильмы. Нам, получается, лучше воспользоваться примером и не верить. Знаете, были такие иммигранты, которые никак не верили. Я помню, как на меня набрасывались те, которые сказали, никогда он не бывает бывших. Вот как нас называли, я помню некоторых, которые говорят, вот как нас называли бывшие, мы остались бывшими, вот так и они же бывшие. Только мы бывшие аристократы, а они бывшие чекисты. У меня к вам последний вопрос. В течение последних лет подворье было всегда открыто, как вы и сказали, с 9 до 6 каждый день двери открыты, православные христиане со всего мира приезжают, окормляются, молятся. И сейчас это так. При председательстве вашем, при том, что Императорское православное палестинское общество ухаживает и заботится о подворье. Что может произойти, если все-таки оно в результате каких-то политических договоренностей перейдет в ведение Российской Федерации? Во-первых, мне хочется верить, что этого никогда не произойдет. Но, допустим, забудьте то подворье, которое сейчас все знают. Забудьте.